Hi guys, I'm here in the forest at the moment. Here in Kiev, I live very close to the forest, so I come here every day to do some exercise, go for a run. And here in the forest, I meet the most interesting people, and that happens again and again. People that love nature, people that love sports, exercising, and so today I met a very, very interesting man. He's 75 years old. His name is Valery Nikolaevich. So what happened? I finished my exercise. I was going back home, and I hear someone reading something out loud, reading a book. I came closer, approached this man, and we had a very, very interesting conversation for 20 minutes probably. I didn't have my camera with me. I asked him, do you come here every day? I want to record a video with you next time. Yes, I come here every day, but I couldn't wait. I wanted to record this as soon as possible, so I went back home and I got my camera. I came back. He was there doing his exercise, practicing his Qigong. So we had a very interesting conversation. I really liked it. I hope you liked it as well. I hope you liked it as well. Валерий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот час назад я подошел к вам, и мне было интересно, потому что вы читали вслух книжку, да? Да. Вы здесь часто приходите, да, и читаете, и занимаетесь, да? Читаю, занимаюсь. Валерий Николаевич, чем вы занимаетесь здесь в лесу каждый день? Изучаю это упражнение системы Цигун, системы Ката. Доктор медицинских наук Ян Жюньминь. А что там доктор рассказывает? Доктор рассказывает, как можно продвигать внутреннюю энергию внутри организма. Занимается продвижением внутренней энергии. А сколько вам лет? 25 до 100. 25 до 100. Очень хороший ответ. Да, точно. Я бы сказал 25. 25, да. До 100 там, это, да. Там хоть догадываются сами. Я вижу, у вас есть вот сумка большая. Что там есть? Ну, это учебники для просмотра, для занятия. Ну и простелочки, на которых я переодеваюсь. Под ноги посидел, ну и на коврики чтобы немножко полежать, отдохнуть. Хорошо. Вот, да, все, что я с собой таскаю. Ну и стульчик. И стульчик. Да. А это ведро, это что такое? Я это ведро взял для того, чтобы набрать земельки и посадить цветы. А так я с собой таскаю стульчик. А часто сколько времени вы здесь? Ну, если погода хорошая, можно и целый день. И целый день, да? Да. Я на пенсии, пока спешить некуда. Сижу, пока не надоест. Захотел покушать. Если организм скажет, что хватит, я уже одеваюсь и иду отдыхать. Покушал и отдыхаю. А что вы едите? Какая полезная еда? Еда нам вся полезна. И овощи, и фрукты, и молочко, и мясце. Но мясце, как говорится, сейчас оно дорогое, на мою пенсию не очень. Мясо много покушать, но мясо я тоже люблю. Но в основном на мясце пока... Все в меру, да? Да, все в меру. Всего понемножку.
У меня есть вопрос. Что вы считаете, это полезно, хорошо обливаться холодной водой или нет? Очень полезно обливаться холодной водой. Почему? Да, потому что у нас сосуды расширяются, сужаются. В момент облива воды сосуды сузились. А потом сосуды расширились, кровь пошла по всему организму, как река. Это очень... Да, пошло хорошее кровообращение. Это очень полезно. А вы, наверное, очень рано утром встаете или нет? Ну, когда как. Если мучить бессонница, я могу только целую ночь не спать, а под утро могу уснуть. А когда хорошо заснул вовремя, значит, я рано встаю, 5-6 часов, одеваюсь и ухожу. Так что это зависит, да, от ситуации? Это зависит, да, от организма. От организма? Да, организм устал, он, значит, хочет отдохнуть, он тогда хорошо сон идет. А когда организм сильно не натрудился, чувствуешь, что он бодрствует всю ночь, не спится, короче. А под утро уже засыпаешь, уже вот до 12, до часа, потом выходишь и все равно продолжаешь заниматься и систематически изо дня в день, каждый день занятий. Чтобы поддерживать организм, тонус, как говорится, всего организма. Если не будешь поддерживать, и тут начнет сало, и тут, и кругом. Будешь брюзглый, как этот медведь. Понятно. И сейчас, конечно, вы на пенсии сидите, но кем вы работали раньше? Каменщиком. Великая стройка всего города Киева. Ага. Так что вы построили высокие дома? Мы строили весь лесной массив в середине города и по кругу всего города, и за городом строили. Ну, в общем, за 20 лет моего строительства много я тут построил. И то значит, что вы не боитесь высоты? Не, совсем нет. Да, пока еще не боюсь высоты. Я боюсь, что мне делать? Как? Что вы рекомендуете? Я не знаю, надо вертушку какую тренироваться, чтобы не крутилась голова. Потихоньку, да? Да, потихонечку. Не спеша, потихоньку, прибавляя каждый день по минуте, налез наверх, посмотрел, а не кружится, нормально. Потом еще 2-3 минуты, так, час, 2-3, и так можешь стоять целый день, чтобы не закружилась голова. Вот это тренировка, это вестибулярный аппарат, который находится вот тут, он же срабатывает. От него же зависит все это. Валерий Николаевич, вот иные времена, вот у нас время, тяжелое, вот безработица, экономия, плохая, люди переживают. А что вы рекомендуете молодым людям? Ну, что молодежь сейчас рекомендовать? Заниматься великим спортом. Ну, а как таковые работы где-то надо учиться. А чтобы учиться, надо, чтобы деньги были, а денег нету. Обеспечение плохое. Вот это как хочешь, так они занимаются, учатся. Ну, там родители помогают, это, конечно, одна сторона. А государство, не знаю, помогает, не помогает, но это все, как говорится. Но пока тяжелый момент. Раньше вроде было бы легче, сейчас уже немножко тяжелее стало. Учиться и заниматься, и все такое прочее. Понятно. А у вас есть дети? Есть. Сколько? 2 детей. 2 детей, да? А они тоже
ведут здоровый образ жизни, да? Да, да. Они Как ведут- вы? Да, как я. Они тоже занимаются, учатся, занимаются, работают. Ну, в общем, занимаются. Не пьют, не курят, да? Не пьют, не курят. Это хорошо. Ну, конечно. Мгм, мгм. А вы никогда не хотели курить? Не, я немножко курил, а потом совсем бросил. Мгм, мгм. И сейчас вообще не курю и не пью, и так. Занимаюсь и все. Уже организм не тот, чтобы пить Мгм, и мгм. курить. Организм уже не перерубляет вот это все хозяйство.